Всем привет, доброе утро. Каролина собирается в поход. Проверяй, все ли ты взяла. Всякие печеньки для перекуса, чипсики. И еще нужно взять зонтик на всякий случай. Дождя не будет, просто спрятаться от солнышка, да? Сегодня очень жарко будет. Зайчик с тобой идет, да? Да. А это зачем бутылка? Фанта. Здесь фанта? Да. Ну, смотри на меня, я тебе ровно пробор сделала. Немножко неровно. Ну ладно, ничего страшного. Чтоб ей волосы не мешали, косички лучше заплести. Крем давай сейчас я тебе намажу. А это потом мы еще вас не будем. Солнцезащитный Мам, крем. я потом это положу. А это от потом. от клещей. Обязательно нужно тоже взять. Если когда будете в лес заходить, побрызгаешься хорошо. Да. Можешь даже на одежду побрызгать, на ноги. Ага. Только осторожно смотри, чтобы это в глаза не попало. А здесь у тебя что? Это твой? Там нету, там просто такие. А, ну вот эти ты еще с собой возьмешь? Сухарики. И здесь сыр. Так, тут у меня курочка. Сейчас я ее заверну в лаваш. Салфеток себе вытащи. Все. А куда? Сюда же. Так, у тебя еще 20 минут. Через 20 минут тебе уже выходить. Тебе точно у них удобно? Шнурки прям хорошо завяжи. Да, чтобы не развязались. Нигде не давит, не трет. Не маленькие. Потом будет жарко, снимешь толстовку и можешь на пояс завязать, чтобы тебе... Все, на самокате сейчас она доедет до подружки. Потом они поедут на вокзал. Ну, у нас там недалеко вокзал. Мама. Давай, осторожно там. Видите себя хорошо. Пока. Все, всех отправила. Пока. Эй, Филька ушел. Деловые. Захотели погулять. Нет. Все разбежались, только Маргоша дома. Она взяла выходной. Вообще сегодня нужно было ей работать, потому что у Ксюши сегодня защита проекта. Она захотела тоже сходить. Поэтому сегодня она отпросилась. Завтра тоже она не работает. По-моему, она работает в субботу. У нас сегодня 4. Так, мы сегодня едим на обед пюрешку и курочку в сливочном соусе. И салатик. Быстрее! А у Макса на следующей неделе поход. Хватит ты, кролик, что ли? Траву ест. Неси Максу. Это что такое? Это перекус? Спрашивали, какая марка у пианино. Вот такая. Заказывали в Германии. Маргарита вчера арбуз купила. Первый раз попробовали арбуз. В турецком магазине мы покупаем. У других не покупаем. Мне нравится больше у турков. Сколько там килограмм даже получилось? Килограмм 6, наверное. Большой был. Наверное, килограмм 6-7, так вот. Может, больше, я не знаю. 1,90. Почти 2 франка 1 килограмм. А, туда он тяжелее. Тогда тяжелее, больше 10 килограмм тогда. Сегодня второй день едим, между прочим. Да, ну смотри, сколько осталось. Так что не на один день, на 1,5 дня. Давай скорость не превышай. Давай. Пока есть время, отвечу на вопросы. С 4 июля начнутся каникулы до 10, до 11. С 11 августа они идут в школу. Один месяц и 1 неделя. Летние каникулы. Спрашивали про работу Маргариты, чем она там занимается, что входит в ее обязанности. Я думаю, что я буду снимать следующий влог, и у нее спрошу как раз, потому что точно я не знаю, отвечать не буду. Она ответит сама на этот вопрос. Отвечу на один вопрос, который практически под каждым видео, чтобы я рассказала о моей семье. Коротенькую историю расскажу, чтобы время особо не занимать. Начну с того, что родители мои развелись, когда я еще была маленькая. Если честно, я даже не помню. Папа
Папа жил с нами не очень долго. Родители развелись, и всю свою жизнь с самого рождения я жила с бабушкой, с мамой и с братом. Папа там какое-то время был, может быть, первый год или два с нами жил. Потом, я уже не помню, потом они развелись и все, и жили отдельно. Воспитывали нас мама с бабушкой. Папа мой особо не принимал участие в воспитании. Я, конечно, общалась и с ним, и с моей бабушкой. Получается, это бабушка со стороны моего папы. Почему развелись родители, я так думаю, потому что папа очень часто выпивал, плюс, тоже подсадил мою маму на это, поэтому мама моя тоже увлекалась алкоголем. Моя бабушка нас содержала. В общем, бабушка нас воспитывала, нас содержала, все нам пыталась нас поднимать, делала все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Наверное, мне было лет 14, мама с нами уже не жила, она жила отдельно, строила свою жизнь. Мы, конечно, общались, мы виделись каждый день. Но бывали такие у нее моменты, она уходила в запой, никто не знает, что случилось у нее в голове, и в один день она просто решила уйти из жизни, она совершила суицид, можно так сказать, практически на моих глазах, потому что дома никого не было, была только я, и я, получается, это обнаружила, и, конечно, было уже очень поздно, и в 16 лет, можно так сказать, я стала сиротой. Моему брату 18 уже было. И отец наш не принимал никакого участия в воспитании. Никто не знает, никакой не было ни записки, никаких не было разговоров об этом. Вот так вот она захотела, не справилась со своими проблемами. Решила, что вот так вот будет лучше. Поэтому в 16 лет я потеряла маму. Наверное, после этого случая как-то жизнь моя перевернулась. Я очень быстро повзрослела. Дальше пошло такое тоже нехорошее время. Это мой брат очень тяжело это перенес. Но так получилось, что он связался с очень плохой компанией. Был очень уязвим. И, в общем, они смогли очень легко и просто подсадить его на наркотики. Это с 18, с 19 лет. Я точно даже не знаю, когда это случилось, насколько быстро, потому что мы узнали это поздновато. Мы узнали это, наверное, через года два, как он уже года 2-3 употреблял эти наркотики, потому что мы понятия не имели, как вообще это все выглядит. Это было очень все скрытно, и мы ничего не знали. Мы его лечили, мы пытались ему помочь. Конечно же, эта зависимость очень тяжелая, и не получалось у него выйти из этого. Знаете, у меня всегда была картинка идеальной семьи, где есть мама, папа, где идеальные отношения, где нет криков, где нет драк. Для меня я хотела такую семью идеальную. И, наверное, потому что у меня ее не было, решила попробовать создать свою семью идеальную, такую, которую вижу я, как она должна быть. Поэтому, скорее всего, я вот так вот рано вышла замуж, родила детей. И, к сожалению, с первого раза у меня не получилось. Я решила вот так вот не повторять судьбу моей мамы, можно так сказать. Я не захотела, чтобы мои дети видели то, что видела я. Все свое детство, можно так сказать, скандалы эти, сцены, ругани, драки. И я это быстренько все обрубила, и лучше быть, наверное, одной, чем вот это вот все видеть. И когда ты сам себя уважаешь, ты сам себя ценишь, и ты хочешь для себя самое лучшее, тебе жизнь дает это. И уже наверное, все-таки после первого опыта я стала к себе по-другому относиться, стала себя любить, уважать и считать, что я достойна лучшего. И получилось так, что второй раз, выйдя замуж, мне вот так вот повезло, и все так, как я хотела, и у меня такая семья, которую я всегда мечтала, которую я себе представляла, но вот так вот случилось, что я потеряла всю ту семью, в которой я росла. Не только были плохие моменты, конечно же, были очень хорошие моменты, которые я помню, которые я никогда не забуду. Сейчас плакать буду. 22 или 23 мне было, честно, я не помню. Умирает мой папа. Он часто уходил тоже в запои, и вот последний его случай он просто не выдержал. Через лет 5, наверное, умирает его мама, то есть моя бабушка. Через 4 месяца умирает мой брат. Так вот за 1 год потеряла я 2 родных. К сожалению, я не успела их увидеть. Я не видела брата 7 лет.
Ну, как не видела, я общалась с ним по телефону. Брат мой умер от заражения крови. Он вообще последние 2 года был очень слабенький. Мой брат умер в 33 года. Когда мне уже сказали, что он в больнице, я уже собиралась лететь. И буквально на несколько дней я не успела. У меня еще был дедушка со стороны мамы. Мы общались, когда я еще маленькая была, мы ходили к нему в гости. Последний раз вот он видел, когда Маргоша с Ксюшей были маленькие. Вот моя мама умерла, потом дедушка мой умер, потом умер папа. Умерла бабушка со стороны папы. И в тот же год умер мой брат. И все. Больше у меня никого не осталось. У меня осталась только моя бабушка. Как уже все знают, что в этом году, в феврале, и она ушла. Ей было 86 лет. Немножко не дотянула до своего дня рождения. У меня, конечно, есть родственники. Дальние родственники. Они все живут в России. И с некоторыми из них я на связи. Моя мама единственный ребенок в семье. И у меня нет ни двоюродных, ни троюродных братьев, сестер, никого нет. И моя, получается, двоюродная бабушка, она жива, ей 90 лет скоро будет, вот летом. Тоже очень такая слабенькая уже тоже. Ну, иногда созваниваемся, общаемся. Это родная сестра моей бабушки. Со стороны моего папы тоже у него там были двоюродные, троюродные братья, сестры. Но я с ними не общаюсь, я про них ничего не знаю. Они очень давно живут в России. Мы вообще никогда не были на связи. Просто знаю, что они живут в России, так как мой папа с России. И все родственники, дальние родственники, все живут там. Вся моя семья, они все вот, к сожалению, все ушли. Некому позвонить, не с кем пообщаться, не с кем посоветоваться. Вообще никому не могу позвонить. Единственное, у меня осталась очень близкая моя подруга, с которой мы породнились, можно так сказать. Кто-то думает, что это моя сестра, она не кровная сестра, я ее воспринимаю как сестру, но она не родная сестра, не кровная. Вот, мы с ней породнились после того, как покрестили наших детей, потому что я крестная у ее дочки, она крестная моей дочки, и вот так вот мы с ней породнились, и все, и у меня больше никого нет. Вот и вся моя жизнь. Все, мы поехали. Ксюша, ты готова? Готова, Ксюша. Да. Не бойся. Надо, значит, надо. Маргарита, я не знаю, на мотоцикле, либо с нами на машине. Das entspricht dem Stromverbrauch einer vierköpfigen Familie für 50 Tage. Das hier ist der Ablauf. Ich fange mit den Leitfragen und Zielen an, dann erkläre ich euch, was Hedera ist und wie es funktioniert. Dann gibt es noch ein Virtual Voting. Das passiert, wenn die... Und hier sieht man noch einen Vergleich, so sieht eine Blockchain aus. Hier sind sie alle verbunden und hier kommunizieren sie. Weil dort habe ich schon mich entschieden, dass ich in die Lehre investieren will. Наконец-то посылочка, как раз перед ярмаркой, но, скорее всего, в этом месте я не пойду на ярмарку. В этом месяце не получится на ярмарку пойти, потому что Лео работает. Все достаточно. Поэтому в июле ярмарки не будет, каникулы у всех. Я заказала вот такие пакетики, чтобы туда игрушки складывать. Резинки для волос у нас постоянно теряются. А это я купила цветочки. Это как гирлянда, чтобы стол украсить. Это браслеты. Наклейки такие, что ли? Я думала, они другие совсем. Взяла. Прикольные. И вот эти пакеты крафтовые для Mystery Box, чтобы туда складывать подарки. Еще наклейки. Это такая... Ничего себе! Я думала побольше немножко. Чтобы сдачи давать, чтобы туда деньги складывать. Касса, вот, когда думаешься. Вообще-то я думала, что она немножко побольше. Что туда поместится. И вот она, вот колесо фортуны. Нет, это нормально, в принципе. Я так думала, что это такого размера. Видно царапина. В общем. Чего это? Это мне для ярмарки. Да. Да. Сейчас. Опа. Ну ладно.
что-то поместится. Это как рапов франков. Да, сюда можно бумажные деньги, сюда монетки. 1, 2 рапа. Мгм. Такие вот браслеты. Здесь очень много Make a wish. Нормально, я думала, они очень маленькие будут. В общем, вот такие цветочки. Чтобы надуть и повесить на стол. 3. Нет, тут 4 штуки. И вот такая вот гирлянда, флажки. В общем, посмотрим, что я из этого выберу. Вот и вся посылка. Это нужно протестировать колесо. Вот. Сюда я буду писать все призы, которые могут выиграть. Я тут уже подготовила дно. Только не знаю, может быть, еще парочку пакетиков приклею. Я уже не помню в прошлый раз, сколько я пакетов. Такие вот черные пакеты для мусора разрезала. И это у нас будет дно, чтобы сам бассейн не пачкался. Там он будет стоять на траве, и трава потом гниет. И чтобы бассейн у нас тоже не сгнил. Решили сегодня поставить, потому что папа наш и завтра, и послезавтра, и послезавтра работает. Поэтому, скорее всего, времени не будет. Нагреется водичка за эти дни. Будет очень жарко. Все, бассейн собрали. Теперь будем набирать. Можно включать водичку. Кто спрашивал про котика? Вот он приходит к нам каждый день покушать и уходит. А ты что злишься? Этот злится. То, что его не пускают. А? Вот он, мальчик. Ведь фильтр мы уже не помню, как мы его устанавливали. Как-то его устанавливали. Туда нужно засыпать такие вот шарики мягкие, пушистые. Что, сколько там? Набралось? У-у-у. Дождь пошел, они купаются. Тучки налетели. Зато не промокнете. Вы уже мокрые. Ну, сейчас закончится. Не сильный дождик. Смотри, какие тучки летят. Ну, сейчас будет гроза. Гроза будет. Смотри, какие тучи. Вон. И что плохого? Гроза будет. Гром. Может быть и молния. Еще 5 минут. Давай. Все. Гроза. Ветер очень сильный. Наша качеля улетела. Я ее не удержала. Она вот здесь вот стояла. Вон, аж туда, до этого куста улетела. Мы ее сюда поставили на всякий случай. Такой сильный ветер дунул. Ужас. Все, ливень пошел. Маргоша уехала кататься. Сейчас отправляют мне фотографии, что они спрятались на заправке. Очень сильный ливень. И будут ждать, пока он пройдет. Потом пойдет домой. Потом придешь, иди хотя бы сполоснись. Потом придешь, волосы хотя бы сполосни. Потом придешь и после тенниса помоешься. Время почти 10 часов. Собираемся спать. У нас еще светло. Время 9:20, а на улице вот так вот светло.